Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, как можно сделать новогоднее елочное украшение, используя пенопластовую основу, лоскуты ткани и ручную вышивку. С вами я, Ольга Медведева. Добро пожаловать на мой канал Миолка. Для работы нам понадобится пенопластовая основа, макетный нож и простой карандаш. Вначале при помощи простого карандаша мы делим шар на то количество секций, которые мы хотим видеть в готовом результате. У меня будет 4 секции, поэтому я разделила шар на 4 части, и теперь нужно сделать прорези при помощи макетного ножа вдоль этих линий. Теперь декорируем шар лоскутами ткани. Мы будем заправлять их в прорези, которые мы сделали. Для того, чтобы удобнее было работать, лучше подготовить лекало, которое соответствует размеру той секции, которую вы будете оформлять. Предварительно на лоскуте ткани можно сделать вышивку или любой другой декор. Накладываем наш лоскут на шар и аккуратно обратной стороной макетного ножа заправляем края в прорези. Важно распределять ткань таким образом, чтобы не было заломов и складок, чтобы рисунок располагался по центру и чтобы лоскут был равномерно натянут. Теперь можно задекорировать стыки декоративным шнуром. Я взяла джутовую нить. Прокладываем шнур вдоль линии стыков. Таким образом мы не только добавляем красоты изделию, но и дополнительно фиксируем его. При желании можно дополнительно зафиксировать шнур клеем, но я этого не делаю, поскольку он и так очень хорошо держится. Теперь осталось только завязать шнур и обрезать лишнюю нить. Вот такой красивый шар у нас получился. Как видите, делать его несложно, а выглядит просто потрясающе. Кроме шариков, по такой же технологии можно делать текстильные игрушки и других форм. Достаточно взять пенопластовую заготовку, которая вам понравилась, и точно так же задекорировать ее лоскутами ткани. Я, как всегда, надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, поэтому до новых встреч на канале Миолка.